Всем привет! Приготовим 5 удивительных закусок на праздники в аэрогриле. Необычные рулетики из баклажанов, селедка под шубой по-другому, домашнюю ветчину из филе индейки, простой салат с креветками в тарталетках и 2 вида булочек с творожной начинкой, соленые и сладкие. Покажу, как все эти закуски можно приготовить в аэрогриле. Первая закуска – это необычные рулетики из баклажанов. Для рецепта нам понадобится 1 средний баклажан, творожный сыр, ветчина, руккола или листья салата и вяленые томаты. Наполнение рулетиков можно смело заменить по вашему усмотрению. Заходите в описание под видео, там вы всегда найдете все ингредиенты для рецептов из данного видео. Для начала нарежу на тонкие кружочки баклажан. Если сделаете слишком тонкие кружочки, то баклажаны будут запекаться как чипсы. У меня баклажан без горечи, я его не буду посыпать солью. Просто выкладываю в аэрогриль на решетку, немного нахлест. Тут главное хорошо и обильно опрыскать баклажаны. Сверху присыпаем солью и добавляем масло. Советую добавлять масло не в спрей, как это сделала я, а прямо так обильно полить оливковым маслом сверху, прямо из бутылки. Баклажаны любят масло, и если его добавить мало, то они начнут подсушиваться. Баклажаны я запекаю в аэрогриле на режиме аэрогриль при 180 градусах 15 минут. Вам может быть понадобится 20 минут. Обязательно не скупитесь на масло. В данном рецепте баклажаны должны быть пропечены, но не должны быть сухие, как чипсы. Если у вас аэрогриль, например, с одним теном, то баклажаны, возможно, потребуется перевернуть в середине готовки. Готовые баклажаны необходимо остудить и будем складывать наш рулетик. Для удобства я беру пищевую пленку, выкладываем их ровным слоем внахлёст, так чтобы получился прямоугольник. Сверху аккуратно наносим творожный сыр. Это будет сделать не так просто, потому что баклажаны будут пытаться убежать. Немного придерживаем кружочки и намазываем крем-сыром. Сверху кладем любую ветчину, тонко нарезанную, которая у вас есть. У меня это хамон. Сверху добавить, например, листики салата. У меня же это руккола. Рулетики получатся в таком итальянском стиле. И в центре я выкладываю полоску из вяленых томатов в масле. Здесь вы можете положить, например, обжаренные шампиньоны с луком или же, например, оливки. Кладите все, что вы любите, и все, что у вас есть в холодильнике. Плотно стараемся закрутить рулет, заворачиваем его в пленку. Закрепляем края в виде конфетки. Вот таким образом отправляем баклажан на пару часов в холодильник, чтобы рулетик схватился и все ингредиенты подружились. Потом баклажан можно перекладывать на тарелку и разрезать. Такая необычная красивая закуска, абсолютно с любым наполнением, обязательно порадует ваших гостей. Это получается еще очень вкусно. Всем приятного аппетита! Поэкспериментируйте с начинкой, я уверена, что здесь любые комбинации будут очень вкусными. Я украшаю сверху немного рукколой. Можно украсить, например, грецким орехом. Напишите в комментариях, если соберетесь готовить такую закуску, какую начинку вы выберете для себя. Следующий рецепт: приготовим селедку под шубой, но по-другому, в виде таких закусочных бутербродиков на отварном картофеле. Для рецепта мне понадобится отварной картофель, я отваривала в мундире, свекла, отварная свекла у меня уже натертая, майонез, чеснок, маринованная селедка, панировочные сухари, 1 яйцо. И для украшения перья зеленого лука. Для начала нужно отварить картофель в мундире, я это сделала предыдущим вечером. Картофель необходимо остудить. Картофель необходимо очистить от кожуры и нарезать на небольшие кружочки примерно 1 см в ширину. Старайтесь картофель при варке не прокалывать ножом или вилкой, не проверяйте его таким образом на готовность, иначе картофельные кружочки могут потом распадаться. Мне понадобилось примерно 3-4 картофеля. В отдельную емкость разбиваем яйцо, слегка взбиваем его вилочкой.
И в другую емкость пересыпаем панировочные сухари. Обе смеси, и яйцо, и панировочные сухари, немного присаливаем. Можно добавить любую специю, которую вы хотите, например, сушеные травы. Каждый кружочек картофеля обмакиваем сначала в яйце, потом в панировочных сухарях. И выкладываем на решетку, на пергаментную бумагу. Сбрызгиваем маслом шайбочки из картофеля. И ставим на режим аэрогриль 170-180 градусов 10 минут. Картофель я не переворачиваю. Пока он выпекается, сделаем салатик из свеклы. У меня уже отварная свекла, которая натерта. Я добавляю немного майонеза. И еще натру 1 зубчик чеснока на мелкой терке. Все хорошо перемешаю. Забыла добавить соль, в конце добавляю совсем немного соли, потому что селедка будет довольно соленой. Вот такой простой и вкусный салатик готов, его можно и самостоятельно подать к столу. Наши картофельные шайбочки тоже готовы. У меня селедка в масле с таким дымным эффектом. Вы можете брать любую селедку, которая у вас есть в магазине. Я немного убираю масло при помощи бумажного полотенца и нарезаю на такие небольшие кусочки. Кусочков потребуется столько, сколько у вас шайбочек картофеля. На 3-4 картофеля я использовала примерно 120 грамм маринованной селедки. Остывшие картофельные шайбочки перекладываем в блюдо, в тарелку. Сверху выкладываем свекольный салатик по 1 чайной ложке. Сверху выкладываем кусочки селедки. Нарежу перо зеленого лука. Для украшения он подойдет также и для тарталета, который мы будем готовить чуть позже. Для украшения данной закуски отлично подойдет не только зеленый лук, но и красный лук или обычный белый. Это очень вкусно, обязательно попробуйте приготовить. Такая стандартная закуска, но по-другому. Получается очень вкусно с картофелем. Если вы не хотите готовить шайбочки из картофеля, то такую закуску можно положить либо на черный хлеб, либо в маленькую тарталетку. Всем приятного аппетита! Следующий рецепт – это буженина или ветчина из грудки индейки. Такой рецепт подойдет не только на праздник, но и в обычной жизни можете готовить его и кушать как на бутерброд, так и просто приготовить из такой ветчины обед или ужин. Сначала мы замаринуем грудку индейки. Для этого в большую емкость кладем душистый перец, 2 лавровых листика, 3 кусочка цедры лимона. Добавляем 1 столовую ложку соли и 1 чайную ложку сахара. Можно добавить, например, красный острый перчик или кумин. У меня больше ничего не оказалось, поэтому добавила лишь такие базовые специи. Добавляем 200 мл кипятка. Хорошо перемешиваем, чтобы соль и сахар растворились. Кладем туда филе индейки от килограмма до 1,5 и сверху заливаем обычной холодной водой, так чтобы она покрыла индейку. Накрываем пленкой или крышкой и ставим в холодильник примерно на 8-12 часов промариноваться. После того, как 8-12 часов прошли, у меня уже наступил вечер, и теперь можно приступать к запеканию буженины. Подготовим специи, чтобы обмазать нашу индейку. Для этого я использую 2 столовые ложки масла кхи. Можно использовать обычное масло, которое не застывает, то есть оливковое масло подойдет лучше, вам будет проще обмазать филе индейки. Его нужно растопить и добавляем любые специи, какие у вас имеются, все по 1 чайной ложке. Я добавляю лимонный перец, кумин, сушеный чеснок, сушеный лук, копченую паприку и прованские травы, также немного соли. По окончании 8-12 часов индейку вытаскиваем из нашего раствора. Ее нужно хорошо обсушить бумажным полотенцем.
И теперь мы будем формировать из филе индейки своего рода ветчину. Я беру обычную бечевку, можно перевязать обычной плотной ниткой. Конечно, я не мастер перевязывать филе, но вы можете посмотреть видео на YouTube, как это сделать правильно. В итоге у меня получилось ее перевязать так, что она была похожа на покупную ветчину. Теперь хорошо обмазываем филе индейки маслом со специями. Перекладываем на пергаментную бумагу и плотно заворачиваем, так, чтобы свободный край был внизу, чтобы он у нас в аэрогриле не поднялся. Иначе у вас может загореться бумага, если она докоснется до верхнего тена. Ставлю режим курица, подойдет режим аэрогриль. Выставляю температуру 190 градусов и поставлю сначала 40 минут. Время зависит от мощности вашего аэрогриля. Потом я переверну ветчину на вторую сторону и поставлю еще 10 минут. В общей сложности понадобится примерно 50 минут, час. У меня аэрогриль 1700 Вт. И в конце проверяем внутреннюю температуру мяса термометром. Температура должна быть 74 градуса. У меня это было примерно 72 градуса, и я поставила вот в таком виде индейку остывать в аэрогриль. Больше я ее и не запекала, потому что внутри, в бумаге, она дойдет сама. Когда индейка остыла полностью, убираем все нитки и перекладываем в холодильник. Охлаждаем ее полностью и потом можно ее нарезать. Вот так аппетитно выглядит индейка. Мы ее кушали просто, я ее ела на бутерброд и подавала детям просто вот так покушать с любым гарниром. Всем очень понравилось. Ну, добавьте какой-то соус сверху, тогда будет очень-очень вкусно. Самое главное, что такая ветчина готовится очень просто и она очень полезна. Здесь нет никакой химии, как в магазинной. Как вы уже поняли, такую ветчину можно приготовить и в духовке. Действия точно такие же, как и тут. Если готовите в духовке, то ставьте температуру 200 градусов и готовьте примерно час-полтора часа. В конце всегда мясо проверяйте термометром, чтобы оно было готово. Внутренняя температура готового филе индейки должна составлять 74 градуса. Следующая закуска. Приготовим простой салат с креветками в тарталетках. Такой салат можно кушать и просто, или подать на хлебушек. Проще всего подавать такой салатик в покупных тарталетках, уже готовых. Я же хочу показать, как испечь тарталетки из готового теста в аэрогриле. Очень просто и быстро, но обязательно внимательно смотрите в магазине, какое тесто покупаете. Я купила не совсем то, у меня сладкое песочное тесто, в котором довольно много сахара, и соленая начинка тут не подойдет. Берем формочку, у меня это обычные пластиковые стаканы, и я делаю кружочек этим стаканом, и он помещается в маленькую силиконовую форму от кекса. Делаю несколько таких кружочков, и у нас отличные тарталетки будут готовы за считанные минуты в аэрогриле. Песочное тесто можно приготовить, конечно же, и самому, оно готовится очень просто. Посмотрите рецепт в интернете, он везде доступен. Выпекаю тарталетки на режиме выпечка, ставлю 180 градусов примерно 10 минут. Перед тем, как поставить тарталетки выпекаться, обязательно прокалите их вилочкой, так дно не будет сильно подниматься. Пока тарталетки выпекаются, сделаем простой салатик. Для этого креветки необходимо отварить, мелко нарезать и добавить твердый сыр. К салатику я добавляю немного соли, немного перца и совсем чуть-чуть майонеза, примерно 1,5 столовые ложки. Я использовала 100 грамм креветок и сыра примерно 50 грамм. Такого количества хватит примерно на 8-10 тарталеток. Я готовила 6 тарталеток, и у меня немного осталось салатика. Сверху нашу закуску можно украсить зеленым луком. Всем приятного аппетита! И последняя закуска. Приготовим два варианта закусочных булочек с творогом. Один соленый вариант и один сладкий. Для рецепта нам понадобится готовое бездрожжевое слоеное тесто. У меня упаковка 125 грамм. Одно яйцо для того, чтобы обмазать булочки сверху. Одна упаковка творога нам хватит на 2 начинки. Покажу мой вариант начинки. Вы можете использовать другие ингредиенты для булочек.
Творог 180 грамм делю на 2 емкости по 90 грамм. Для первой начинки я измельчу немного зеленых оливок. И также вяленые томаты. Беру буквально 2-3 кусочка. Томаты у меня в масле, я их нарезаю очень мелко. Выкладываю к творогу и оливкам. Совсем чуть-чуть солю, добавляю перец. И в принципе все. Обычная такая простая закуска готова. Вы можете положить туда что-то свое на ваш вкус. Вторая закуска сладкая. Я кладу 1-2 чайные ложки с сахаром. Все хорошо перемешиваем. Берем готовое слоеное бездрожжевое тесто. У меня уже раскатанное. Разделяю пласт теста пополам по большой стороне. На одну часть одной стороны кладу соленую начинку. Начинку выкладываю на 1/4 часть теста. Разравниваю ровно вилочкой и вот так накрываю другой частью теста. Теперь разрезаем тесто с начинкой на такие тоненькие полосочки. И на вторую часть я выкладываю творог с сахаром. С такой сладкой начинкой могут быть проблемы, потому что сахар дает влагу и творог начинает немного подтекать, поэтому кладите меньше сахара. Разравниваем сладкий творог и сверху кладем любое варенье. У меня это домашнее брусничное варенье. Варенье у меня такое кислое, поэтому в твороге был сахар. Если у вас сладкое варенье, то в творог можете не класть сахар. И точно так же разделяю тесто на длинные полосочки. Теперь каждую полосочку с начинкой нужно скрутить. Вот как я показываю на видео, в такой жгут получается такая розочка. Заворачивать соленую начинку не составляло никаких проблем. Начинка плотная и полосочки очень хорошо крутились. Выпекать я буду без решетки, выкладываю на пергаментную силиконизированную бумагу. У меня обычная бумага для духовки, я просто ее нарезаю на такие квадратики по размеру аэрогриля. Булочек соленых у меня получилось 5 штук. В отдельной емкости разобью яйцо и немного смажу булочки, чтобы они были подрумянившимися. Сверху такие булочки идеально будет присыпать кунжутом. У меня его не оказалось, но зато был микс семян для салата. И я посыпала им, тоже получилось очень вкусно. Булочки оставлю выпекаться на режим выпечка 180 градусов 10 минут. Теперь закрутим сладкие булочки. И вот тут у меня была небольшая проблема. Сахар дал слишком много жидкости творогу, и булочки было трудно закручивать, потому что начинка пыталась убежать. Вот такие получились у нас соленые закусочные творожные булочки. Очень вкусно. Кстати, вместо творога можно использовать, например, сыр фету с оливками. Будет тоже очень вкусно. Булочки зарумянившиеся с обоих сторон. Очень аппетитные и вкусные. Теперь выпекаем сладкие булочки. Выкладываю на чистую пергаментную бумагу булочки и немного смазываю яйцом. Сладкие булочки я присыплю лепестками миндаля. Ставлю в аэрогриль на режим выпечка, все так же 180 градусов 10 минут. Аэрогриль, кстати, очень удобен, именно если вы готовите маленькие порции. Видите, я готовлю каждую булочек примерно по 6 штук. Эти булочки тоже получились загорелыми, но они не такие привлекательные, как первые, потому что творог немного подтек. Начинка была слишком жидкой из-за сахара. Но булочки оказались все равно очень-очень вкусными. Булочки внутри пропечены, тесто очень тонко раскатано и начинки здесь очень много. Всем приятного аппетита! Ах да, забыла украсить сладкие булочки сверху брусникой или клюквой. Выглядит очень по-новогоднему. Всем спасибо за внимание, за потраченное ваше время. Я надеюсь, это видео было для вас полезно и интересным. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что же вы будете готовить в своем аэрогриле на Новый год, на праздники. И вас впереди ждет еще 2 видео
новогодней тематики будут основные блюда, конечно же, и десерты, поэтому не пропустите. Вскоре новые видео до Нового года, я надеюсь успеть выложить для вас. Всем вам желаю светлых праздников и до скорых встреч. Пока-пока!